Здравствуйте, дорогие друзья! Компоненты, которые должны быть в организме. Нам нужны очень многие питательные вещества для обмена веществ и поддержания здоровья. Но если вы регулярно употребляете правильную и здоровую еду, вы не всегда сможете получить необходимую вам норму. Что рекомендуют специалисты? Они рекомендуют 2 порции фруктов и 2,5 порции овощей в день. Но исследования нам доказывают, что большинство людей не добирают и половины этой нормы. И это, на мой взгляд, печальные итоги, если учесть, что нехватка питательных веществ увеличивает возможность появления хронических заболеваний, например, диабета и болезней сердца. Хорошая новость – это то, что поливитамины могут закрыть некоторые проблемы питания. Исследования также показывают, что они помогут получить рекомендуемый уровень минералов, особенно магния, кальция и железа. Ежедневный прием поливитаминов особенно важен для тех, кто избегает определенных групп продуктов, таких как мясо или молочные продукты, или старается придерживаться различной разнообразной диеты. И вот наиболее важные нам витамины, которые должны быть у нас ежедневно. Кальций. Нужен для крепких костей и зубов. Кальций является одним из базовых минералов. По мере того, как мы становимся старше, мы начинаем терять плотность костей. Необходимо изменить потребление кальция поэтому. Девушкам старше 18 лет нужно не менее 1 грамма, 1000 миллиграмм в день, а женщинам старше 50 лет не менее 1200 миллиграмм в день. Понятно, что потребность в кальции для организма больше во время беременности. Проверьте, что вы едите, продукты, богатые кальцием, молочную продукцию, листовые зеленые овощи и так далее, и обогащенные им. Витамин D. Витамин D помогает организму строить и поддерживать здоровье костей, поглощая кальций, основной строительный материал костей. Изменяющаяся с возрастом кожа имеет сниженную способность превращать солнечный свет в витамин D, который может препятствовать усвоению кальция, поэтому очень важно получать витамин D. Достаточное количество витамина D и кальция имеет большое значение для защиты от потери костной массы. Взрослым необходимо 600 международных единиц или 15 микрограмм в сутки. Женщинам старше 70 лет необходимо 800 единиц или 20 микрограмм в день. Магний. Магний – минерал, играющий очень важную роль. Например, он поддерживает функции мышц и нервов и повышает выработку энергии. Он также важен в здоровье костей. Хорошими источниками магния являются орехи, бобы, семена, цельные зерна, йогурт, листовые зеленые овощи, молоко и обогащенные продукты. На самом деле, всего-то 30 грамм миндаля – это 20% суточной нормы магния, необходимой взрослому человеку. Железо. Когда организм не получает достаточного количества минерального железа, он не может производить нужное число нормальных эритроцитов, необходимых для поддержания здоровья. По-честному, большое количество железа трудно получить из продуктов, поэтому большинство из них содержат лишь следовые его количества, я имею в виду продукты. Лучшие источники – это красное мясо, птица, рыба обогащенная, хлеб и крупы. Потребность в железе снижается с возрастом, что связано с наступлением менопаузы. Женщинам до 50 лет обычно требуется 18 миллиграмм в день, тем, у кого за 50 – 8 миллиграмм. Цинк. Цинк – минерал, который помогает иммунитету, обмену веществ работать как положено. Он нужен и важен для заживления ран. Источники цинка – это птица, красное мясо, бобы, орехи, некоторые морепродукты, устрицы, содержащие больше цинка, чем любые другие продукты. Кто ел устрицы, вспоминается сразу. И омары, и крабы. Как я завернул, да? Цельнозерновые продукты и молочные продукты. Рекомендуемое количество цинка для женщин – это 8-12 мг в день. Витамин В12 или цианокобаламин. Витамин В12 – это производство ДНК, молекул внутри клеток, которые несут зашифрованную генетическую информацию и помогают здоровью клеток, нервной системы и клеток крови.
Он содержится в птице, в мясе, рыбе, молочных продуктах. Очень важно, что растительная еда не содержит его, что влияет и подвергает людей, в частности вегетарианцев, более повышенному риску развития дефицита этого витамина. И кроме этого, с возрастом объем желудочной кислоты уменьшается. Витамин В12 не усваивается, как положено, так нам говорят ученые. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота – витамин В9, основной элемент здорового роста и жизни клеток, а также образования эритроцитов. Она важна, особенно на ранних сроках беременности, для снижения риска врожденных дефектов головного мозга и позвоночника у плода. Дефицит фолиевой кислоты во время беременности может привести к дефектам нервной системы у детей, таким как расщепление позвоночника, потому что нервная трубка закрывается рано во время беременности и часто даже еще до того, как женщина узнает о беременности. Из-за этого рекомендуется начинать прием фолиевой добавки за месяц до того, как планируется забеременеть. Источники фолиевой кислоты в темно-зеленых листовых овощах, бобах, горохе, орехах, в некоторых фруктах, лимонах, апельсинах, бананах, дынях, клубнике. Суточная доза фолиевой кислоты взрослым 400 микрограмм. И женщины, которые планируют беременность, должны получать 600 микрограмм фолиевой кислоты в день. На сегодня это все. Оставайтесь с нами, берегите себя, берегите здоровье. Все будет хорошо и уже скоро.